Сегодня поговорим, кто придумал и изобрел основу современной промышленности. Электродвигатели, трехфазное электричество, разделение нефти на фракции, электросварку и так далее. Давайте посмотрим на карту 1830 года. Согласно официозу и устоявшемуся мнению, существует некий заповедник созидателей и изобретателей, и находится он в Западной Европе. А вокруг Западной Европы существует незримая граница, за которой изобретателей якобы не может быть. Проверим данное утверждение в этом видео. Исследовать будем две книги. Первая – «Русская техника», автор профессор Данилевский, лауреат Сталинской премии, 1948 год. Вторая – «Рассказы о русском первенстве», авторы – Болховитинов, Буянов, Захарченко, Остроумов, 1950 год. Начнем с паровой машины. Первую паровую двухцилиндровую машину непрерывного действия с приводом на вал изобрел русский изобретатель Ползунов в 1763 году. Вот что о ней написали западные авторы. Строитель машины Ползимов по Паласу или Ползанос по Фальку всего лишь рабски воспроизвел, по их словам, известную английскую машину с двумя цилиндрами. Никому неизвестную, ибо такой в то время не существовало. Ползимов делал поршни паровой машины из кожи, пробки и березовой коры. Его машина никогда не имела постоянного хода, работала недолго и плохо, была малой мощности, развивала дутье недоброкачественное и так далее. Так писали Палас и Фальк, доказывавшие, что все недостатки этой машины определяются тем, что строитель не сумел сделать ее во всех частях подобно английской. Они утверждали, что конный привод Пферде Кюнсте – самое лучшее решение, а паровая машина не нужна России. Комментарий, думаю, излишний. Сколько у них заводов? 30 в действии, светлейший герцог. И кроме того... 30. Россия не нуждается в таком количестве железа. Но флот, ваша светлость, армия... И большой флот России не нужен. И такая артиллерия. Пустые расходы. Довольно возражений. Терентий Иванович Волосков придумал и изготовил очень сложные часы. Их описал Глинка. Взглянув на часовую доску, вы увидите ее всю испещренную кругами. Это целые месяцы слов, или в уменьшенном виде картина неба. Там движется серебряная луна со всеми ее изъяснениями. Там протекает золотое солнце по голубому горизонту, который сжимается и распространяется по мере прибавления и умаления дня. Захотите ли узнать о настоящем годе, месяце, числе, о том, в каком положении Луна или в каком знаке небесного пути находится Солнце? Взгляните только на часы, и тотчас все это видите. Сверх того, найдете там эпакту, круг Луны, индикту, вруцелета и прочие церковные исчисления. Эпакта, индикты, вруцелета – специальные понятия, применявшиеся для введения правильного календарного исчисления, определения времени Пасхи и так далее. Сложность этих вопросов видна из того, что разработкой подобных исчислений занимался математик Гаусс. Астрономические часы Волоскова автоматически воспроизводили чрезвычайно трудные вычисления и показывали их результаты. Они представляли своеобразный сколок мироздания. В них было представлено наглядно в движении все, что происходит в данный момент на небосклоне. Золотое солнце и серебряная луна с ее фазами перемещались, воспроизводя в точности движение и положение этих светил на небе. Часы автоматически отсчитывали дни, учитывая и простые, и високосные годы. Для последней цели в механизме часов имелся особенный диск, совершавший полный оборот раз в 4 года. 27 августа 1781 года Зуев пишет письмо Эйлеру из Харькова. «Я видел здесь одного механика Захаржевского, очень привязанного к своему искусству и хорошо работающего по части всякой механики, но не являющегося безграмотным инвентором. Он изготовляет астрономические телескопы в 7, 8 и 10 футов, стекла которых еще не вполне чисты, хотя и сделаны неплохо. Он имеет прекрасную электрическую машину, хорошо сработанную и очень сильную, если принять во внимание ее малые размеры, так как стекло ее имеет всего 6-7 дюймов в поперечнике. Есть у него и пневматическая машина, и другие физические аппараты. Он состоит здесь механиком мельниц.
Интересно, что за электрическая машина в 1781 году? Заказать данную книгу можно на моем сайте. Ссылка в описании под видео. Это будет отличный подарок как для взрослого, так и для подростка. Теперь поговорим об электричестве. Опыты с электричеством проводил еще Ломоносов. О Ломоносове нужно снимать отдельное видео. Расскажу о других исследователях. Василий Петров зажег первую в мире электрическую дугу в 1802 году. В 1849 году дуга Петрова зажглась на башне Адмиралтейства, освещая петербургские улицы. Сделал это академик Борис Семенович Якоби. Второй опыт был проведен в Казани в 1853 году профессором Савельевым. В 1812 году Павел Львович Шиллинг впервые в истории провел успешные опыты по взрыванию подводных мин на расстоянии с помощью проводов и электричества. В 1832 году он изобретает первый в мире электромагнитный телеграф. В 1834 году Борис Семенович Якоби изобрел первый в мире электродвигатель с непосредственным вращением рабочего вала. Изучая опыт Шиллинга, в 1839 году Якоби сконструировал несколько оригинальных систем телеграфов. Самым важным из них был первый в мире самопишущий телеграфный аппарат. К 1850 году он изобретает буквопечатающий аппарат. Также Борис Семенович в 1860 году изобрел аккумулятор. В 1887 году Дмитрий Александрович Лачинов, русский физик и электротехник, предложил использовать губчатый свинец для покрытия пластин электрических аккумуляторов. Электрическое освещение. В 1873 году Ладыгин изобрел первую в мире лампу накаливания. Он первый догадался откачать из колбы воздух, чтобы нагреваемый стерженек из угля служил дольше. В 1890-х годах Ладыгин получил патенты на лампы с нитями из разных тугоплавких материалов – вольфрама, молибдена, осмия, иридия, палладия. Ладыгин также придумал важную конструктивную деталь. Он предлагал закручивать нить в спираль. В 1876 году Яблочков изобретает электродуговую лампу накаливания. Русский свет – «Ля Люмьер Руsse», северный свет – «Ля Люмьер du Nord». Так французы назвали электрическое освещение, когда были созданы первые его источники, получившие практическое применение. Название это справедливо. Французы, впервые за рубежами нашей страны использовавшие практически пригодные приборы для электрического освещения, получили эти приборы из русских рук. Это были электрические свечи Павла Николаевича Яблочкова, изобретенные русским новатором и примененные во Франции, а затем и в других странах. Он же создал первый рабочий прототип трансформатора 30 ноября 1876 года. Этот день считается днем рождения трансформатора. Также Яблочков придумал барабанный якорь электродвигателя. В 1872 году инженер Чекалев впервые в мире соединил напрямую электромотор со швейной машинкой, то есть осуществил индивидуальный электропривод к станку. В 1874 году русский ученый Перотский осуществил передачу энергии, эквивалентной 6 лошадиным силам на расстояние в 1 километр. В 1880 году Дмитрий Александрович Лачинов предложил пользоваться для передачи токами высокого напряжения, но малой силы. В 1882 году Усагин использует трансформаторы собственной конструкции для освещения Всероссийской промышленно-художественной выставки. В 1879 году русский инженер Михальский построил первый в мире микрофон с угольным порошком, прообраз современного микрофона. В 1880 году Голубицкий создает новую телефонную трубку – электромагнитный многополюсный телефон. Он впервые в мире объединил передатчик и приемник звуков. В 1880 году Игнатьев создает первую в мире линию, по которой одновременно передавались телеграммы и велся разговор. В 1885 году Орохович разработал и создал первую в мире громкоговорящую передачу по проводам. В 1894 году Апостолов изобрел первую в мире автоматическую телефонную станцию на 10 тысяч номеров. В 1896 году Колбасьев разработал пригодную на практике систему телефонной связи для водолазов.
В 1909 году русский инженер Борис Львович Розинг разработал ключевой компонент – катодную электролучевую трубку для приема изображения. В 1911 году в своей лаборатории Борис Львович продемонстрировал передачу изображения. На экране трубки появилось четкое изображение, решетка из 4 белых полос на черном фоне. Это считают первым в мире сеансом передачи изображения с помощью электролучевой трубки. Электрическая сварка. Русское изобретение. Николай Николаевич Бенардос в 1885 году предложил производить соединение и ремонт деталей с помощью дуги от угольного электрода с подачей в зону расплава присадочного прутка. Назвал он этот способ электрогефест. Современный аналог TIG-сварка. Что еще изобрел выдающийся русский инженер? Способы дуговой резки, в том числе под водой, сварку косвенно действующей дугой и в струях газа, электролитическое покрытие больших поверхностей металла слоем меди, способ пайки электрическим накаливанием для закалки и отжига стальных пружин и инструмента, проекты гидроэлектростанции на Неве 1892, электромагнитную пушку, грибной винт с поворотными лопастями, способы обработки растений электрическим полем, передача электроэнергии по трубам. Славянов в 1890 году разработал способ использования электрической дуги для сварки металлов при помощи плавящегося электрода. Славянов считал, что суть его творческого достижения в наливании расплавленного электрическим током металла на часть поверхности металлической вещи. Причем эта поверхность также более или менее расплавляется и соединяется, сливается с наливаемым металлом в высшей степени совершенно. Современный аналог – это сварка ММА. Поговорим о трехфазном электричестве. В 1888 году русский инженер-электротехник Михаил Осипович Далива-Добровольский создал первый трехфазный генератор переменного тока мощностью около 3 кВт и с его помощью запустил первый трехфазный двигатель. В 1889 году он получил патент на трехфазный трансформатор с параллельными стержнями, расположенными в одной плоскости. В 1891 году разработал трехфазный трансформатор и короткозамкнутый асинхронный двигатель. На Международной электротехнической выставке во Франкфурте на Майне в 1891 году Далива-Добровольский продемонстрировал опытную высоковольтную электропередачу трехфазного тока протяженностью 175 километров из местечка Лауфен во Франкфурт на Майне. Для этого он использовал трехфазный генератор, повышающие и понижающие трансформаторы и асинхронный двигатель собственной конструкции. КПД установки составил 77,4%, что считалось высоким показателем для того времени. Также в 1891 году Далива-Добровольский спроектировал первую в мире трехфазную гидроэлектростанцию. Теперь поговорим о нефти. В 1684 году иркутский письменный голова Леонтий Кислянский открыл нефть в нашей стране. Русские знали до этого нефть, привозившуюся преимущественно как лекарственное вещество из Ирана. Кислянский нашел нефть в районе Иркутского острога. Кислянский установил, из горы идет пар, а как руку приложить, и рука не терпит много времени, и издалека дух вони слышать от той пары нефтяной, а как к той паре и скважине припасть близко, и из той скважине пахнет дух прямо сущую нефтью. Расчистив место выхода газов, он окончательно убедился в том, что им открыта здесь сущая нефть. 2 января 1703 года вышел первый номер первой русской газеты «Ведомости», которая сообщала: «Из Казани пишут, на реке Соку нашли много нефти и медной руды. Из той руды медь выплавили изрядную». Федор Придунов в 1732 году открыл нефть в бассейне Печоры. Он же наладил перегон нефти в керосин. Московский купец Набатов еще в XVIII веке занимался добычей нефти на речке Ухте в Печорском крае. Он построил завод, на котором осуществлялась очистка, передваивание или двоение нефти с получением керосина. Набатов продавал керосин в Москву в объеме 16 тонн ежегодно. В 1754 году подали заявку на нефть башкирские старшины из деревни Надыровки в Уфимском уезде. При прошении они предъявили образцы найденной нефти, которые взяли для пробы фунтов 10 или больше.
Уфметьев с товарищами просил разрешения устроить нефтяной завод. Берг-пробирер Лейман, опробовав образцы, доставленные в Берг-коллегию, признал, что найдена нефть. Мой комментарий. Для каких целей в то время планировалось строить нефтяной завод? Может, мы чего-то не знаем? Изобретение процесса разделения нефти на бензин, керосин, дизельное топливо и мазут принадлежит русскому инженеру и изобретателю Владимиру Григорьевичу Шухову. Вместе со своим помощником Сергеем Петровичем Гавриловым в 1891 году он разработал и запатентовал первую в мире промышленную установку непрерывного термического крекинга. Металлургия. Впервые микроскоп для изучения структуры металлов применил в 1831 году русский металлург и геолог Павел Петрович Аносов. Работая на Златоустовском заводе в 1830-1835 годах, Аносов систематически использовал световой микроскоп для наблюдения предварительно отполированных и протравленных кислотой поверхностей металлов. Его целью было изучение структуры булатных сталей. Также он изучал влияние на сталь различных легирующих элементов, таких как золото, платина, марганец, хром, алюминий, титан. Мой комментарий. Интересно, где он брал алюминий и титан? Аносов в 1830 году разработал способ производства отличной титанистой стали. Аносов разгадал секрет булатной стали. Булаты Аносова рубили кость и металл без повреждения лезвия. Наступив ногой на конец шпажного клинка, его без вреда можно было согнуть под прямым углом. Теперь перенесемся на 20 лет вперед. Павел Матвеевич Обухов создал в середине XIX века новый способ производства большого количества стали. Изготовив из своей стали ружейные стволы, он тщательно исследовал их и опробовал на разрыв. Чтобы еще больше убедиться в вязкости и тягучести металла, по предложению капитана Обухова этот ствол был согнут в холодном состоянии в кольцо, но и после этой разрушающей пробы на стволе не было обнаружено и следа пороков. Из стали Обухова приготовили отличные кирасы. Эти стальные панцири стоили не дороже изготавливаемых из обычной стали, но зато оказались несравненно прочнее. Пули, пробивавшие обычные кирасы, оставляли неповрежденными обуховские. Опыты и испытания показали, что Обухов создал сталь, превосходящую все известные сорта того времени. Обухов утверждал, что качество стали определяется как равномерностью распределения в ней углерода, так и некоторыми примесями – титаном, глинием, алюминием. Титан и глиний, по мнению господина Обухова, придают стали вязкость, а потому в своем способе выбора чугуна, количеством и составом руды, магнитного железняка, способом плавки он по произволу увеличивает количество углерода, уничтожает кремний и вводит в состав литой стали титан и глиний. Мой комментарий. Снова титан и алюминий в металлургии. Добавлялись они в сталь в товарных количествах. Википедия сообщает нам, что титан и алюминий в те годы только открывали и получали в лабораториях в мизерных количествах, естественно, на Западе. А почему так, как вы думаете? Это лишь малая часть открытий и изобретений русских ученых и инженеров. Если хотите продолжение, напишите об этом в комментариях. Давайте сразу отвечу на часто задаваемые вопросы. Бытует мнение, что проблема русских изобретателей в том, что они не патентуют свои изобретения. На самом деле все вышеописанные изобретения были запатентованы, у них есть привилегии с указанием даты. Часть новаторств была опубликована в научных журналах того времени, когда автор не посчитал, что эта идея может быть запатентована. Почему изобретения не внедрялись? Изобретения внедрялись, особенно в промышленности и в армии. Некоторые изобретения, например, автоматическую АТС, чиновники Российской империи положили под сукно и выбрали английскую фирму Строуджер. Почему так происходило, попробуйте написать в комментариях. Куда же все делось? Международная интервенция, революция и гражданская война. Фото. Американские войска во Владивостоке. Китайские наемники. 4 февраля 1931 года Сталин на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности произнес фразу: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Почему мы не знаем об этих изобретениях?
Задорнов как-то сказал: «Нас побеждают пиаром». Запад действует более нагло и жестко и часто использует ложь. Идея превосходства Запада и его технологий – это уже что-то вроде религии. А для чего это делается? Вспомним 80-е, 2000-е. Все просто. При наличии двух товаров примерно одинаковой цены и качества большинство выберет товар, сделанный на Западе. В итоге их заводы и промышленность росли, а наши заводы закрывались. Нет работы, нет денег, и вчерашние рабочие сами разбирали заводы и сдавали на металлолом. Что же делать миллионам вчерашних рабочих? Пойти на рынки, в таксисты, заниматься огородом или пойти в рэкет? В итоге из-за финансовой нестабильности, неопределенности у нас упала рождаемость, а государству для наполнения бюджета пришлось уйти в сырьевой сектор. Кроме того, эти изобретения никто не прячет, я же их как-то нашел, просто о них не рассказывают. Дополнительно СМИ в России держат население на информационной диете, к которой есть множество вопросов. Также рекомендую узнать, сколько русской крови было у Романовых, и заодно послушать голос Александра Третьего. Английский король Георг V был двоюродным братом Николая II, а германский император Вильгельм II – троюродным. Людям-человекам предлагаю поддержать видео и поставить варежку вверх. Паразиты-рептилоиды ставят варежку вниз и гадят в комментариях. Все как обычно. До новых встреч, пока!